Приветствую гостей и зрителей канала. Фарм ресурсов старых дополнений довольно прибылен, но помимо того, при фарме этих ресурсов можно также прокачивать своих персонажей. Конечно, прокачка на кустах либо подземельях может и будет, скорее всего, быстрее, но при фарме травы или руды вы в первую очередь фармите ресурсы, то есть зарабатываете золото, и только потом уже получаете приятное количество опыта. Особенно если это делать время от времени при накоплении полосы отдыха. Что делает полоса отдыха? Она увеличивает получаемый опыт на 200% при лутинге ресурсов, убийстве мобов, открытии сундуков, за которые дают опыт. В большинстве случаев вам нужно будет иметь полеты. Они появляются на 30 уровне, но они имеют довольно-таки маленькую скорость полета. Для максимального удобства лучше все же иметь максимальную скорость, но она появляется лишь на 40 уровне. И для более эффективного сбора я бы вам посоветовал установить, во-первых, аддоны Gazermate 2 и обязательное дополнение для него Gazermate 2 Data. Данный аддон запоминает и отображает на карте расположение любых ресурсов, которые можно собрать где-либо. И ситуативные аддоны. Roots. Данный аддон позволяет чертить на карте различные пути для фарма чего-либо, либо просто для каких-либо других целей. Очень удобен совместно с Gazermate 2. Также все пути, которые я использую, я оставлю в описании под видео. На аддоны Gazermate 2 и Roots на канале есть гайды, ссылки на них я оставлю в описании под видео. Также обязательно используйте огненную воду ярмарки новолуния. А также не стоит забывать, что у каждого дополнения в World of Warcraft есть отдельный навык для каждой профессии, который обучается в той или иной локации, относящейся к тому или иному дополнению. Ну и теперь со вступления можно перейти к сути видео. Классическая руда, как бы ее много не было, но большая часть ее стоит довольно-таки мало, и хорошо заработать нам позволяет только одна, а это ториевая. При добыче тори мы получаем руду, которая не особо много стоит. Перекрафт слитки и продажа многого нам тоже не дает, но лишняя голда не помешает, особенно для тех игроков, у которых ее совсем мало. Помимо руды, добывается также массивный камень. Его падает много, а стоит он очень мало, так что в большинстве случаев его можно продать сразу же вендору. Но вот что больше всего нас интересует, так это драгоценные камушки, коих здесь целых 6. Но интересует нас лишь один – чародейный кристалл. Он самый ценный из всех представленных выше камней. С остальными же смотрите на свое усмотрение. Лично я самый дешевый продаю сразу же вендору. Что нужно знать перед фармом данной руды? Для полноценного фарма и получения всей руды нам понадобится профессия горное дело и классический навык, приближенный к 300 единицам. Его можно с нуля прокачать на сборе того же Тория, так что не беспокойтесь. Дальше вам понадобятся руты, которых аж 3. Для максимально продуктивного фарма используйте обязательно огненную воду новолуния. Она ускоряет сбор всех ресурсов. Также при возможности используйте класс друид, так как его походная форма, в отличие от любого маунта, не требует времени на применение. И, конечно же, полета максимальной скорости. У этого камушка, помимо продажи его на аукционе, есть дополнительные варианты реализации. Например, используя алхимию, можно перекрафтить в арканитовый слиток, и при наличии мастера трансмутации можно наблюдать дополнительные проки от 1 до 4 слитков, а дальше уже на свое усмотрение. На аукцион, либо же, если вы прошаренный игрок, можете заняться крафтом различного трансмога, либо же зачарованных элементевых слитков, которые в свою очередь другим игрокам могут понадобиться для получения громовой ярости, которую с выходом ШЛ стало можно трансмогрифицировать. Если с перекрафта чародейных кристаллов арканитовый слиток мы получаем дополнительную прибыль в основном при наличии мастера трансмутации, то в зависимости от сервера с крафтов зачарованных элементивых слитков можно неплохо так навариться, но будьте осторожней. Оскверненная железная руда, адамантит и корий. Эти руды, дополнение Burning Crusade, нам понадобятся в трех профессиях – кузнечное, инженерное, а также ювелирное дело. В дополнении Shadowlands используется в основном для крафта довольно большого количества трансмога и пары маунтов, и спрос имеет довольно небольшой. Если оскверненную адамантитовую руду вы можете найти всегда, то коревая руда может появиться с довольно маленьким шансом вместо адамантитовой руды, и стоит она довольно много. Самая лучшая локация для фарма сразу трех видов руды, как по мне, лес Таракар. Маршрут вы можете видеть на экране, а также найти в описании под видео. За 30 минут получается примерно вот такой вот результат.
И стоит учесть, что я фармил при нулевой конкуренции, и мне довольно-таки повезло с проком коревой руды. Следующая локация– пустоверть. По этому пути, что вы можете видеть на экране, получится фармить только два вида руды– адамантитовую и коревую. Местами здесь получалось во время выполнения челленджа фармить порядка 15-20, а то и на 30 тысяч разнообразной руды. Но корей– это довольно-таки большая игра в казино, имейте в виду. Вам может напрокать, а то и на 40 тысяч, а может не повезти и выйдет всего 10. Это стоит понимать. Следующие 3 локации во время фарма принесли мне поменьше профита. Все руты вы можете найти по ссылочке в описании. А следующее место прекрасно подойдет для АФК фармакория. В запределье, а именно в верхней части пустоверти, находится вот такой вот островок. Благодаря аддону Gazermate 2 мы можем здесь видеть возможное место появления руды. Все возможные точки респавна находятся в секундной доступности друг от друга. На этом островке мы гарантированно можем иметь две руды адамантита. И с некоторым шансом вместо этой руды может появиться очень ценная коревая руда. Руда имеет время респауна 3 минуты. Засекаем таймер, стоим в АФК и лутаем 2 жилы каждые 3 минуты. Вот мой результат за 30 минут. Удачного вам фарма! Перед тем, как отправиться фармить, нам понадобится заиметь такие аддоны, как Gazermate 2, Gazermate 2 Data, Roots и Roots Import Export. Следующее, что нам нужно будет сделать, это изучить горное дело Нордскола. Это делается в Долоране времен Лич Кинга. Далее, как и всегда, нужно приобрести огненную воду новолуния. После всего этого мы отправляемся на озеро Ледяных Оков. И если вы только начали пользоваться аддоном Gazermate, обязательно импортируем данные нужного нам дополнения. В нашем случае это Лич Кинг. И выбираем нужную нам профессию. Горное дело. С помощью ссылочки, что вы можете найти в описании, переходите на документ, где вам понадобится найти нужный вам рут, а именно фарм саранита и титана. Копируем его и переходим в игру, где мы вводим команду roots для открытия интерфейса аддона. Далее вам понадобится импортировать его. После этого у вас на карте появится маршрут, по которому вам понадобится фармить в дальнейшем титан и саранит. Далее отправляйтесь фармить. И фармите столько, сколько вам понадобится. Но учтите, что как и с другими не супер востребованными реагентами, не нужно злоупотреблять одним, а нужно максимально разнообразить. Также не забывайте использовать огненную воду новолуния, а то зачем мы ее приобрели. Также, если вы, как и я, столкнетесь с проведением ивента на озере Ледяных Оков и вас будет задалбливать дебаф, сбрасывающий вас с маунта, чтобы его игнорировать, достаточно просто перезаходить в флай-форму. Либо же вам понадобится заново садиться на флай-маунта, если вы не друид. Я закончил свой 30-минутный фарм, и для подведения итогов я отправляюсь в Долоран. Здесь нам понадобится переплавить всю руду, также все кристаллизованные частицы переделать в цельные из вечности. 30 минут. 30 минут я затратил на фарм этих реагентов. Но я понимаю, что некоторые реагенты занижены, а какие-то завышены. Но те же 20 тысяч в час у нас тут в любом случае нафармить получится, а то и больше. Думаю, это понятно, но для наглядности также ознакомьтесь с цифрами, что я собрал с 3 топовых русских серверов. И получается, что в принципе конечная сумма не сильно отличается на каждом из серверов.
В реалиях дополнения Lich King есть еще одна прелестная руда. Называется она Кобальт. Фармится она в довольно-таки небольших количествах, в нескольких локациях. Но самым лучшим местом для фармы ее я считаю Ревущий Фьорд. Фармиться ее немножко, стоит она местами неплохо, поэтому какие-то копеечки на ней можно получить. Так же, как и прошлая руда, она нужна для изготовления чоппера. Данный маунт пользуется небольшим спросом, но стоит местами очень достойно. Поэтому на фарме титана, саранита, кобальта можно заработать еще больше, если перекрафтить их в слитки, а потом уже сделать из них чопперов. Также во многих локациях при фарме руды, травы, либо каких-то еще ресурсов, есть различные сундучки, которые отображаются с помощью аддона Gazermate, если вы поставите, конечно же, отображение их. При открытии этих сундучков вы можете получить различного рода трансмог, какие-то довольно-таки редкие предметы могут вам выпасть, которые могут стоить каких-то достойных денег. Фарм сундучков и продажа данного трансмога, конечно, дело сугубо ваше, смотрите сами. Я не гарантирую того, что у вас его купят или купят быстро. Далее мы отправимся в локацию катаклизма, а именно в Ульдом. Здесь фармится элементевая руда, и с некоторым шансом вместо элементия может появиться колчедановая жила. После выхода дополнения Shadowlands изменились требования для такой игрушки, как собиратель трофеев. И люди, которые желали пользоваться ей, были вынуждены прокачивать инженерное дело катаклизма, которое требовало от вас довольно большого количества различных слитков времен катаклизма, вследствие чего цены очень сильно выросли. Сейчас цены все-таки устаканились, но тем не менее спрос небольшой присутствует. И фармить не фармить, сами думайте. Также колчедановая руда нужна для маунта песчаниковый дракон. Ну или как он называется на аукционе, фиал песков. На вашем сервере цена на данную руду может сильно отличаться. Может быть дороже, может оказаться еще дешевле, так как есть альтернативные способы ее фарма, о которых я расскажу ближе к концу видео. А результат вы можете видеть у себя на экране, дабы долго очень не фармить, я пофармил всего полчаса и умножил это на 2. Идем далее. Следующий видеоматериал содержит в себе не только фарм руды, а также фарм травы, имейте в виду. И он очень и очень будет полезен при прокачке. Вы можете с помощью данного видеоматериала прокачивать своего персонажа. Особенно если он друид, это будет очень и очень быстро. Но имейте в виду, что для прокачки от вас понадобится 30 уровень персонажа. Для фарма вам понадобится отправиться в Айшир. Для этого нужно сделать квест Зов Долга. Далее по прибытию в Айшир вам понадобится выполнить самый первый квест, чтобы получить баф на дыхание под водой и ускоренное плавание. И вот немножко информации, которую мне удалось собрать. Без бафа, который дает нам 60%, мы имеем дефолтную скорость плавания 68%. На водных маунтах 270%. В походном облике друида мы имеем 134%. И вот после получения бафа, что мы получаем? Дефолтная скорость плавания наша стала равняться 148%. На водных маунтах все так же 270%, за исключением одного маунта, которого нам еще понадобится получить, если вы его, конечно, не получили ранее. Его скорость плавания равняется 370%. И вроде бы кажется, что довольно-таки быстро, да? И если ранее видеоряд был в ускоренном темпе, сейчас я это ускорение убираю. Вы просто оцените это. 607, мать его, процентов, Карл. 607. Ну вы поняли. И это не какой-то баг. Подобный функционал, как я понял, работает еще с самого появления данной локации. Теперь у вас есть два варианта. Первый. Если вы не друид, вам понадобится сделать квесты и получить за квест глубоководный скакун маунта, конька, и плавать со скоростью 370%. И это как бы неплохо. Но вот есть вариант второй. Заиметь друида, либо же уже, если у вас имеется таковой, отправиться фармить. Что мы сейчас и сделаем. Для этого вам понадобится отправиться в бездонные глубины. Это одна из 3 локаций Вайшира. А далее по руту, что вы сейчас можете видеть, а также найти в описании под видео, вам понадобится плавать и собирать траву с рудой. Для максимального профита нужно иметь именно обе профессии, а также использовать огненную воду новолуния. А дальше просто плаваем по кругу и фармим. И если вы это делаете, как и я, при нулевой конкуренции, за 20 минут фарма получаем вот что.
И здесь вы можете видеть, сколько ресурсы, которые я получил за 20 минут, будут стоить на трех топовых русскоязычных серверах. Я этим занимаюсь давно и понимаю, что нужно использовать всевозможные методы для сбыта чего-либо. Если вы играете на сервере и видите, что слитки стоят дешевле, чем крафт, то бишь руда, у вас два варианта. Вариант первый. Если у вас горит, вы продаете по той цене, что сейчас на аукционе, и в любом случае зарабатываете золото. Вариант второй. Вы можете выставить дороже, и, возможно, у ваших конкурентов все скупят быстро, а потом купят и у вас. Либо же вы можете просто подождать, пока цена станет выше, и продать уже тогда. Но в таком случае может пройти реально много времени, так что смотрите сами. Также вот то количество ресурсов, которое получается за час фарма, и сколько голды в час выходит на каждом из трех серверов. Ну и для людей, которым, возможно, непонятно, кому нужны эти реагенты. Трава используется в крафте двухместного маунта песков и зелья поиска сокровищ. Руда, то бишь слитки и неустойчивая земля, нужна для прокачки инженерного дела и получения очень полезной игрушки собиратель трофеев, которая в свою очередь позволяет собирать добычу с поверженных врагов в радиусе 30 метров. Многие во время прямой трансляции интересовались по поводу руды Пандарии. Эта руда хоть и имеет довольно большой спрос, она нужна на довольно большое количество крафтов, ежедневных крафтов, ежемесячных, ну я говорю про небесного голема, но она стоит довольно-таки мало, но относительно мало из-за того, что в этой локации, да и в принципе во многих локациях Пандарии фармят эту руду боты. Спасибо ботам. За 15 минут фарма у меня получилась подобная цифра. За час вот такая. Ну, я не стал сильно много фармить, потому что видел довольно много конкурентов даже при включенном режиме войны. Идем дальше. Дополнение Легион. Данное дополнение довольно-таки интересно. Хотя бы из-за того, что здесь в профессиях у нас присутствует не просто количество навыка, а также обязательные звезды, для которых нужно делать квесты. И какие-то квесты выбиваются при сборе лутинга, и только после этого их нужно будет сделать. Точно так же работает абсолютно на все собирательные профессии в этом дополнении. Рыбалка в Легионе была burst unbelievably, но и требовала от вас довольно много времени для того, чтобы получить легендарную удочку. Ну и давайте пройдемся по самым интересным вещам, которые нужно знать о сборе ресурсов в локациях Легиона. Во-первых, для того, чтобы начать прокачивать горное дело либо травничество, вам нужно собрать тот или иной ресурс. То бишь, у нас есть здесь два вида ресурса. Это у нас сланец скверный и силовой камень. Для того, чтобы получить первую звезду и, в принципе, начать прокачивать навык Легиона, от вас потребуется что? Просто взять, найти где-то ту руду, к которой относится данный навык, и собрать ее. То есть вы просто подбегаете, собираете, и то ли 100%, либо же не 100%, вам выпадает квестовый айтем, вы идете с ним в Долоран, который находится вот здесь. Его надо будет просто сдать, и тем самым вы получите первую звезду. Для того, чтобы потом получить вторую звезду для любого из этих навыков, вам нужно будет что? Заиметь первые звезды. У живого силового камня, живого сланца скверны, залежей силового камня, залежей сланца скверны, залежей пласта силового камня, пласта скверны. И только после этого вам будет доступен квест на получение второй звезды для любого из этих навыков. А третий, насколько мне известно, получается только при сборе руды. Но имейте в виду, что у различных навыков могут быть разные требования к получению. В травничестве там вообще очень-очень интересно все отличается от руды. Снятие шкур там и подавно очень и очень все забавно. Что стоит еще знать по поводу фарма в Легионе? У вас есть здесь довольно большое количество локаций, их целых 6. До патча 7.2 не был доступен расколотый берег. Все фармили в 5 локациях, в принципе везде лут примерно одинаковый. Да, везде одинаковая руда, все одинаковое. Но чем преимущественно владеет Сурамар? Здесь есть осколки древней маны. Что такое осколки? Это вот такие вот айтемы, которые вы можете полутать с некоторым шансом с маленьких осколков. Ну или средних, или даже больших. Они нужны для того, чтобы пополнить ману.
ману, чтобы проходить кое-какие сценарии в Сурамаре, но не суть. Для того, чтобы начать их получать, вам нужен вот такой вот айтем. Его вы получаете после того, как начнете выполнять квесты в Сурамаре. Первый квест берется у Кадгара. Далее делаете квесты все, пока не дойдете до квеста, который называется Древняя Мана. Выполняйте его, и после этого вы сможете лутать Древнюю Ману. И с некоторым шансом лутать подобные предметы. Ну и, конечно, root. И заключение того, сколько у меня получилось за час фарма. Фармил я, значит, по вот этому пути. За час фарма у меня получилось чуть больше 20 000 золотых. Но, на моем сервере сланец скверны в данный момент немножко по завышенной цене. Поэтому прикидывайте примерно где-то 20 000 в час. При условии того, что кристальчиков из синеньких прокнуло довольно-таки вроде неплохо. Мне кажется, могло бы сильно быть ниже. Может быть, там всего парочку. И может быть, мне и не повезло бы с самоцветом древней маны, который стоит аж 1000 золотых. Имейте в виду, что я собирал руду не с полностью прокачанной профессией легиона. У меня не был прокачан сланец скверны, от слова совсем. У меня не были прокачаны пласты с рудой. Ну, почти не были прокачаны. Если бы у меня вся профессия легиона была бы на 3 звезды, мне кажется, я бы смог бы нафармить и на 30 000. Но это лишь мои предположения. Следующее, что можно отправиться фармить, это руда дополнения БФА, но она от вас потребует обязательного наличия полетов в этом дополнении. Если у вас они отсутствуют, смысла фармить без полетов очень и очень мало. Но если у вас все-таки есть полеты, продолжим. Я фармил ее за паладина, хоть это и довольно быстрый класс, но он уступает друиду во многом. Во-первых, друид моментально использует свою полетную форму, и у него нет проблем с эксплуатацией маунта, как у паладина. Да, есть различные стремена, но все же. Второе, что выделяется преимущественно у друида, это беспроблемность лутинга руды в различных пещерах. И так как эта руда появляется в пещерах очень часто, это довольно существенное количество руды, которое все-таки стоит собирать. У друида, в отличие от паладина, есть инвиз и уйма различных контролей, а также эскейпов по типу Shadow Meld или возможности после использования бурста уйти в инвиз прямо во время боя, что существенно упрощает данную задачу. А за паладина это, я бы сказал, просто трата времени, очень большая. Если друид умудряется за пару секунд это все залутать, то у паладина есть проблема с тем, что дойти до руды. Бывают проблемы из-за того, что в некоторых пещерах есть целые толпы мобов, а у друида их нет. Он просто зашел, залутал и, возможно, даже не вступал в бой. Просто ушел снова в инвиз, вышел из пещеры и полетел дальше. Также при фарме у меня уже было прокачанное горное дело дополнение БФА на 3 звезды. И такой вот результат у меня получился за 1 час фарма. В отличие от всей другой руды, руда БФА пользуется довольно большим спросом, потому что она используется для крафта маунтов, аж целых двух, шифовозка и скивелок. Также некоторые другие крафты нужны для прокачки этих профессий, для дальнейшего крафта. Они тоже используют довольно большое количество руды. Так что смотрите, если у вас есть полеты, вы можете время от времени фармить эту руду. И также, как вы могли заметить, моему персонажу, паладину, капает очень неплохо так опыта. И при наличии фамильного шмота до 60 уровня улучшенного, вы будете очень и очень неплохо так лутать опыт. Ну и в виде бонуса предлагаю посмотреть видео по фарму Элементе в подземелье Зулгуруп. Там фармится элементевая руда, неустойчивая земля, кожа при желании может быть подфармлена, если у вас есть снятие шкур. Фармится все довольно-таки быстро, но единственное, что в зависимости от цены на вашем сервере на элементевый слиток и элементевую руду, может быть профитно, а может быть и не очень. Так что смотрите сами. Но в любом случае неплохой вариант для того, чтобы подфармить небольшое количество золота. А на этом, в принципе, все. Если данное видео оказалось вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также при желании вы можете меня поддержать на моем бусте. Там я выкладываю различного рода гайды, которые не распространяются дальше платформы Бусти. Также вы там можете найти профили для ТСМ. Всего доброго, спасибо и пока.